Наши города гораздо чище Нью-Йорка. Кстати, эти маленькие машинки, на них ездят местные гаишники. И вот главное место, где все фотографируются. Все вываливают пакеты с мусором прямо на тротуары. Оставил велосипед ненадолго, с него снимают все, и потом он остается гнить на улицах. Пожарные гидранты защищены такими колючими накладочками, чтобы никто на них не сидел. Тот самый случай, когда у нас такого нет. Всем известно, что российские программисты лучшие в мире. Если не верите, просто погуглите списки победителей самых престижных международных олимпиад по программированию и посмотрите сами. У нас полно невероятно талантливых ребят, и задача государства сделать все, чтобы дать этому таланту возможность проявиться. Но многие считают, и не без оснований, что у нас в стране этому уделяют недостаточно внимания. И хорошим выходом в такой ситуации может стать обучение в зарубежном университете. Например, можно поехать в Политехнический университет Флориды, где есть крутые бакалаврские программы информатики и компьютерной инженерии. В эти программы входит разработка программного и аппаратного обеспечения, бигдата, искусственный интеллект, кибербезопасность, разработка игр и много всего. Если ваш ребенок уже сейчас интересуется какой-то из этих областей, то очень советую обратить внимание. Самое классное, что там есть, это множество разных лабораторий с современным оборудованием, которым студенты могут свободно пользоваться в учебных целях. Например, там есть суперкомпьютер для сложных вычислений, симуляций, есть изолированные компьютерные сети, где можно устраивать хакерские атаки и отрабатывать методы защиты от них. Есть лаборатории робототехники, есть 3D-принтеры и сканеры, есть оборудование для тестирования игр и виртуальной реальности. Благодаря этому студенты большую часть времени занимаются практикой и после окончания университета уже готовы работать на сложных проектах. И, конечно, я не могу не упомянуть, что главный корпус университета построили по проекту Сантьяго Калатравы. И выглядит он просто космически. Тот факт, что они позвали строить свой кампус одного из самых прогрессивных архитекторов современности, как бы намекает, что методы обучения у них тоже самые прогрессивные. Под роликом будет ссылка на специальную форму. Если вы ее заполните, то можете получить бесплатную консультацию по всем вопросам и скидочку на обучение. А сейчас мы с вами, друзья, посетим одну новую нью-йоркскую достопримечательность. Недавно в Нью-Йорке появилось новое чудо. Называется оно Vessel или чаша. Кто-то говорит, что она похожа на шаурму. В общем, это огромная высотой почти 50 метров конструкция, которая просто куча лестниц. Это смотровые площадки. Построили ее в районе Хадсон-Ярдс. Это новый район рядом с Хайлайном. Там большое депо. Раньше это все была промзона, но после строительства Хайлайн парка знаменитого на месте бывшей железнодорожной ветки район расцветает. Здесь появляются очень дорогие офисы, дорогая недвижимость, кафе, рестораны. В общем, в район вдохнули новую жизнь. Вообще сейчас такая мода в общественных пространствах, когда делают общественные пространства, делают смотровые площадки, чтобы человек мог подняться и посмотреть. Никакой другой функции нету, просто смотровая площадка. Посмотрите на эту огромную чашу с медными лестницами. Они отделаны медью, отражают, все фотографируют. Удивительная конструкция. Обошлась она, говорят, $200 миллионов. Но это не бюджетные деньги, это застройщик вот всего вот этого центра. Здесь офисы, жилье, торговые центры. И они вот сделали такое общественное пространство. Попасть на эти лестницы непросто, потому что там нужны билеты. Билеты бесплатные. Вот это вот очередь, чтобы получить билеты на сегодняшний день. Мне даже страшно представить, есть ли билеты и на какое время. Ну, посмотрим, постоим. А с билетами, кстати, никакой проблемы нету. Если не выходной, я не знаю, как это выходной, но вот сейчас я пришел, и мне дали билеты. Сейчас ровно 12, мне прямо на 12 дали 2 билета, и всем дают, кто хочет сейчас попасть. И вот я добрался до самого верха. Это было непросто, но для тех, у кого нет сил, есть лифт. Он очень медленный, у него очередь, но всякие старички тоже могут наверх подниматься. Вот она вершина. И отсюда открывается такой вот потрясающий вид вниз. Огромное количество лестниц. Все так классно сделано, детальки,
Везде подсветочка, вечером она вся сияет, разными цветами переливается. И здесь народ ходит по этим лесенкам и фотографируется. По сути, это просто огромная смотровая площадка, и ничего здесь больше нет. Здесь хорошо видно, сколько строек. Сейчас активно этот район застраивается. И вот это вот огромное депо. И раньше здесь была просто полностью промзона. Не было никакой жизни. Такой один из таких самых депрессивных районов Манхэттена. И вот главное место, где все фотографируются. Во всех инстаграмах вы уже наверняка видели кучу фотографий. Такой вот появилась точка, где все фотографируются. Это такая новая тенденция в архитектуре. Архитектура Инстаграма. То есть архитектура должна быть такой, чтобы быть хорошим фоном для фоточек в Инстаграме. Тогда она себя продает, тогда она себя прославляет, тиражируется, приезжают все новые и новые люди, и в итоге все это дело работает. То есть если раньше там на первом месте была какая-то там красота, функционализм, то сегодня я смотрю на какие-то совершенно безумные проекты и понимаю, что на первом месте часто стоит, будут ли лайкать или не будут. Это главная оценка современной архитектуры. Лайк, не лайк, можно ли сделать фоточку для Инстаграма. Кстати, они торопились с открытием и накосячили с плиточкой. Сейчас плиточку перекладывают прямо как в Москве. Здесь из интересных объектов необычный концертный зал, который называется «Сарай». У него вся крыша, стены, в общем, такой вот кожух, который формирует здание, не знаю, как это правильно назвать. Он движущийся и сдвигается на таких огромных колесах. Вот сейчас мы посмотрим. Видите, они такие огромные-огромные, такие вот рельсы. И вся эта конструкция будет двигаться. Прямо интересно, когда они откроют, как это будет все работать и двигаться. Говорят, 2 часа нужно, чтобы она сдвинулась. Ну а здесь вот торговый комплекс, который должен хоть немного отбить затраты на строительство этой невероятной штуки. Ну и, конечно, все магазины украшают свои витрины радугой. В какой-то момент, когда видишь магазин, не украшенный радугой, в честь предстоящего парада, такое возникает удивление, типа, а ничего, не поддерживают? А вот здесь на одной из площадей Tinder поставил горку. Сейчас мы посмотрим. Называется «Горка гордости» по-русски. Они вот здесь написали, за что они борются, что в 30 штатах, если вы ЛГБТК, теперь говорят ЛГБТК, чтобы никого не обидеть, то есть кроме лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, добавился еще квир, это иной, другой, то есть это все другие гендеры, кто как себя идентифицирует, и вам, вот видите, могут отказать в страховке, в поступлении в колледж, в браке, в однополом браке, получение гранта, уволить с работы, отказать в жилье. В общем, много проблем еще у местного ЛГБТК сообщества. Tinder предлагает поскользить за права. Продолжаем нашу прогулочку, и вот едет скорая. То, что скоро едет, слышно за 5 кварталов. Кстати, эти маленькие машинки, на них ездят местные гаишники. То есть у нас все привыкли, что гаишники — это какие-то крутые ребята, а в Нью-Йорке максимум они ездят вот на маленьком смарте, а то и на таких вот маленьких машинках, на которых им удобно ездить по трафику. В основном они занимаются тем, что либо регулируют движение, либо выписывают штрафы за неправильную парковку. И, кстати, вот у них есть ссылка на их твиттер. И такое объявление, что $10 000 награда, если вы поможете задержать того, кто стреляет в полицию. Как вы понимаете, передвигаться по Нью-Йорку непросто. Все стоит в пробках. Вообще, велосипед, если речь идет про Манхэттен, велосипед самый быстрый и удобный транспорт. Кстати, вы, наверное, знаете, что во многих городах, помимо проката велосипедов, есть сейчас популярные прокаты электровелосипедов, прокаты скутеров. Я показывал, как это работает в Сан-Франциско, но в Нью-Йорке такого нет, потому что они запретили. Они не дают разрешения всем этим модным ребятам с электровелосипедами, с самокатами, чтобы они захламили Манхэттен. Говорят, выдали разрешение на Бруклин, и, возможно, скоро в Бруклине мы увидим вот эти вот скутеры и электровелосипеды, а на Манхэттен все равно не дают. Но посмотрим. Сегодня у нас в районе вывоз мусора, а это значит, что воняет помоями. Все вываливают пакеты с мусором прямо на тротуары, ездят мусоровозы, и отовсюду вонь, все это проливается.
Смотрите, перешли буквально одну улицу, и здесь уже совершенно другая атмосфера. Вообще Нью-Йорк невероятно разный. Знаете, часто про какие-то города любят говорить, это город контрастов. Ну вот контрастней Нью-Йорка в мире города нет, потому что Нью-Йорк вместил в себе кучу разных культур, традиций, и каждый район, особенно если брать какие-то вот этнические районы, это просто настолько самобытное и уникальное, ни на что не похожее, что действительно ты вот переходишь из одного района в другой, как будто ты просто путешествуешь по миру, переезжаешь в разные страны. Большая ошибка — это если вы приедете в Нью-Йорк и дальше Манхэттена никуда не пойдете, у вас сложится впечатление, что это такой грязный, тесный город с небоскребами. А на самом деле здесь очень много всего интересного. Манхэттен же славится тем, что он такой дряхлый, грязный, с ужасными дорогами, с мусором на тротуарах, такой вонючий. Что это такое? Вот, смотрите. Какая-то грязная лужа, какой-то не пойми как, с заплатками, лежащий асфальт. У них нету контейнерных площадок, поэтому все помои, весь мусор выносят прямо на тротуары. Ты среди этого ходишь. К счастью, вы не чувствуете этот запах. Вот. Из-за того, что на улице постоянно складывают помои, вот эти вот мусорные мешки, здесь все это вот гниет, вытекает, то запах здесь прямо как от помойки. И рядом ходят дети. В этом плане, конечно, очень непривычно, особенно для нас. Наши города гораздо чище Нью-Йорка. Ну, за исключением какой-нибудь, не знаю, там, Махачкалы, Читы. Но большинство российских городов, конечно же, чище Нью-Йорка. Есть чем гордиться. Эти вот ларьки с какой-то непонятной едой, с генераторами, они меня просто бесят. Но в Нью-Йорке, да, они имеют место быть. Пожарные гидранты защищены такими колючими накладочками, чтобы никто на них не сидел. Здесь тоже, видите, чтобы никто не сидел. И если вы не защитите свой магазин, свой подоконник, то там будут сидеть кто-нибудь и будут спать бомжи. В общем, будет не очень приятно. Ну, насчет бомжей, бездомных здесь, конечно, никто не парится. Все давно привыкли. В Нью-Йорке, как и в других крупных городах, очень много бездомных. Никто их не трогает, поэтому, гуляя по Манхэттену, особенно в тех местах, где бездомным есть чем поживиться, будьте готовы, что их будет очень много. Они, кстати, их не надо бояться. Они довольно мирные, совершенно не агрессивные. При этом бездомные — это не всегда какие-то совсем уже опустившиеся люди. Часто можно встретить какую-то молодежь, которая просто не может себе позволить, например, жилье, где-то тусит. И особенно летом приезжает в Нью-Йорк, скитается, ну и живет на улице, потому что жить на улице в Штатах — это безопасно совершенно. И еще Нью-Йорк, конечно, в плане архитектуры. Здесь такое наслоение. Дома разных эпох, все находятся совершенно там в разном состоянии. Что-то такое дряхлое, убитое. Рядом может быть какой-нибудь суперсовременный и дорогой отель. Вообще-то очень сложно понять, но вот по ощущениям, то, что ты попадаешь в какую-то очень-очень старую антикварную лавку, где у тебя могут быть дорогие украшения, бриллианты, а рядом, может быть, какие-то пыльные старые башмаки. И вот это вот Нью-Йорк. Обычные панельки, хорошо нам знакомые, только здесь они гораздо лучше качеством, и часто это очень неплохие, я бы сказал, дорогие дома. Ямы закрыты металлическими листами, там не ямы, там какие-то раскопки идут дорожные. Посмотрите, какие ужасные дороги. Велосипеды есть ужасные, здесь воруют велосипед, здесь постоянно воровство. Видите, оставил велосипед ненадолго, с него снимают все, и потом он остается гнить на улицах Нью-Йорка. Тот самый случай, когда у нас такого нет. Меня часто упрекают, что я недостаточно сильно критикую Нью-Йорк. Ребята, критикую специально для вас. Да, только есть одна небольшая проблема. Вам стало легче от того, что в Нью-Йорке грязнее, чем в вашем городе, или что здесь дороги хуже, чем в вашем городе? И я могу вас заверить, что в Нью-Йорке дороги хуже и больше мусора, чем в большинстве крупных городов России. Если вас я сейчас утешил, если у вас поднялось настроение, то мне вас жаль, потому что следить нужно за своими проблемами. Именно поэтому в первую очередь за границей, в Европе, в Штатах, в Азии нас интересуют исключительно положительные примеры, то, что мы можем взять себе на вооружение, то, что мы можем применить у нас, чтобы сделать
Россию лучше, чтобы наши города были более комфортными, безопасными, удобными. А их проблемы, пусть это будут их проблемы. Нам-то какой разница до них? Не мы же с вами живем в Нью-Йорке, правильно? Кстати, я слышал, в Нью-Йорке все подписываются на Инстаграм Варламова. Набираете Варламов, Инстаграм, делайте подписку и следите за тем, что я делаю, где я нахожусь. Заходим, подписываемся, не стесняемся.